Если ты здесь, то самое время задуматься о своем здоровье. Действуй или возьми себе на заметку, что тебя вылечит стоп-аптека. Все, сегодня правим грудную клетку для дыхания твоего. Рано масло это лечить, вернее, восстанавливать. Так, Дим, пока ты делаешь самостоятельно задачу, поставленную ранее, опиши жалобы, симптоматику, что происходит в последнее время с легкими. Дыхание курильщика, как бы, да? Вот в этом есть И вся проблема. что у тебя отвлекает это от жизни, или ты просто прислушиваться стал? Это снижает выносливость сильно. Просто в 2 раза. Там, где раньше я даже не замечал нагрузки, сейчас одышка. Так, за последние 3 месяца мы с тобой работаем периодически, встречаемся. Сдвиги вообще в общем по легким прошли в лучшую сторону? В лучшую сторону стало то, что нету приступов. Астматических, да? Да. Потому что не нужно таблетки пить и так далее, да? Но ты чувствуешь, да, периодически все равно, что одышки какие-то появляются? Ну да, это немного другое, то есть то, что раньше. Это именно при активности. Все понятно. Так, задача ясна. Нам нужно бронхолегочную систему сегодня прочистить вообще капитально, вообще просто нереально. Ком в горле имеется, кстати, присутствует? Да. Присутствует. А ты щитовидную железу проверял вообще хоть раз? Не помню. Не помнишь, значит не проверял. Там тоже видно образования какие-то есть. Так. Мне еще лет с 12 было такое, что можно постоянно так как-то Подходил ком, да, постоянно? все равно долго очень такое. Я понял. Так. Значит, мы будем править сейчас грудную клетку, шейный отдел, ключицы. Ты должен провибрировать, прокрутиться так, помочь организму, даже если потребуется, чтобы поправить грудную клетку, позвоночник будешь поправить. Но большую нагрузку будешь делать максимальную для хорошего дыхания и для пробуждения энергии именно в бронхах и в легких. Задача ясна, да? Все, сейчас разгоним. 2-й час у нас пошел. Час твое тело адаптировало, сканировало, диагностировало. Сейчас оно будет хорошо разогретое, податливое, так что все будет четко. Так, ищем причины зажимов. Почему у нас не работает грудная клетка? Почему мы не дышим? Вот туда понимаю самоправка. Безопасно, без особой боли. Эффективно, 100%. Организм сам себя повредить не может. Он сделает только то, что он может, как говорится. Никакой магии нет, просто установка определенная. Вот такой вот дар у меня, именно пробуждать ангела-хранителя в человеке, и сам человек начинает себя править. Без всяких прикосновений, ничего вообще не нужно для этого. Он делает все сам. Вот. Ну, да, понимаю позицию. Молодец, Дима, молодец. Ну, конечно же, вы скажете, что он супер гимнаст, профессиональный мастер спорта и так далее, что это все муляж, опять же цирк, но, как говорится, каждый видит то, что хочет видеть, каждый слышит то, что хочет слышать. У кого есть уши и глаза, он видит сам все и анализирует. Вот, и делает выводы. Вот так вот. Вот так происходит самоправка. Вот. Жалобы, тяжелое дыхание, многолетняя астма. От таблеток мы уже избавились. Вот. Только напоминаешь организму, он начинает чиститься. Вот. Чтобы излечиться от астмы, вам как минимум нужно избавиться от слизи в организме раз.
Второе, вам нужно выправить грудную клетку, с чем мы сейчас занимаемся. Это 2. Ну а в-третьих, наверное, даже не наверное, самое главное, вера и труд, которые все перетрут. Все будет хорошо. Так вот, Дмитрий у меня приезжает каждый месяц на полный день. До этого он прошел 5 дней подряд. Занимались коленями. Последние 2 приезда, сейчас уже 3-й, мы занимаемся астмой. Вот, астмой, которая была с самого детства. Первый раз мы применяем вот такую вот процедуру. Ну, пока что обозначим ее как психопрактика и сонотерапия, объединенная в одно. Не знаю, как это назвать, но это в сотни раз эффективнее физиопрактики, повторюсь. Вот, скоро эта методика станет не каждому доступна на самом деле. Вот, и на самом деле она очень много забирает силу мастера, колоссально. Это такая процедура, как примерно 10 массажей сделаешь руками тогда. Вот. Так. Начинает выходить. Зараза. Все. Вот. Пошли дыхательные. Вот. Уникальная процедура. Аналоги есть, конечно, вот таким методикам, но это таких специалистов, как говорят, по пальцам пересчитать. Вот. Пока что я попал, как говорится, в этот жизненный список тех, кто владеет этой методикой. Это необычная тренировка, это не костоправство, это не массажи. Это реально феноменальные вещи, которые уникальны и которые работают на 100%. Но не каждый может это оценить, не каждый может в это поверить. Невозможно из спортсмена сделать спортсмена, если он не хочет. Соответственно, пациенту бесполезно выздоравливать, если он не слушает своего врача. То же самое бесполезно и применять такие методики. Да вы и сами не приедете. Если у вас очень много блоков и зажимов, скорее это вас испугает. Вот. У кого светлый опыт прошлого, он обязательно найдет способы приехать. Вот так продыхивается. Дмитрий у нас откашливает все негативы, все плохое, прорабатывает, восстанавливается. Сейчас у нас 2-я стадия пошла практика. Чем патологичнее человек, тем дольше приходится вводить человека в такую фазу, в такую позицию, чем патологичнее. Чем, соответственно, он моложе, чем более он активнее, качественнее, работает лучше мозг, синхронизация, меньше травм, тем, значит, соответственно, будет быстрее поддаваться вот этой энергии, вибрации в стоп-аптеке и делать более качественные упражнения. В данном случае Дмитрий решил вспомнить и потянуться на турничке, так сказать, закрепить. Его организм просто это потребовал, значит, если он потребовал, он это просто сделал. Ничего такого феноменального. На первый взгляд ничего даже не происходит, но если опять же проанализировать, надо понимать, что происходит правка высочайшего класса и уровня просто всех систем. Вот. И когда будет грудная клетка у нас стоять, я не могу сказать на 100%, вот, но, скажем так, до лучшей стадии, чем была, и дыхание будет лучше, и спортивная активность лучше, и физическая, и анатомическая, и так далее, и так далее. Все будет хорошо. Вот. Вот. Так, активнее. Остается 3 минуты. Ну и, соответственно, чем тяжелее человек, одно дело просто, когда он подключается ко мне, да, когда подключается к нему, это одно дело. А другое дело, это скорость подключения, да. Чем патологичнее, тем он медленнее, менее патологичный, более моложе, тем все это быстрее делается. Но по затратам энергии, которая тратится, чтобы я все это преобразовывал, это практически не влияет. То есть, если
реально человек патологичный, все это перетягивается, все это чувствуется. Я вот пока записываю ролик, у меня уже в самого пространства уходит другое измерение. Я прям чувствую, что тяжело держать телефон, реально это вредно, как трапеция моя не имеет, как пальцы не имеет, то есть все это чувствуется. Я чувствую, как самому хочется поправиться, и все это чувствую. Поэтому я начинаю уставать плавненько, и в какие-то моменты начинаю прекращать этот сеанс. Вот. Дима, осталось 2 минуты, поактивнее. Остается чуть-чуть. Еще поактивнее, 2 минуты остается. Ты должен сейчас сделать максимум. Вот. Молодец. Вот еще. Максимум, Дима. Максимум. Вот так. Что мешает твоему дыханию? Вправляет. Вот. Давай, молодцом. Еще. Вот, еще. Вот так. Еще. Вот. Вот это я понимаю, показал класс. Угу. 1 минута осталась. Закрепляю вообще все, что мы сегодня сделали. Так, и по времени у нас получилось 1,5 часа. Час дрема, полчаса активной нагрузки. Сейчас мы фиксируем уже конечные стадии. У нас организм разогрет, что он себя вправляет. Выбирает причины, соответственно, астмы, астматического синдрома и такого рода характера. Конечно же, не каждый может справиться, такое длительное время справиться. Кому-то и 5 минут хватает, и 10, но некоторые подготовлены. Соответственно, мы вместе готовились к этому моменту не один раз уже, поэтому все идет хорошо. Дима, еще закрепить коленные суставы, давишные нервы. Угу. Вот. Ну что, Дима, так поездишь еще несколько раз, мы уже точно с этим распрощаемся. Кашля именно астматическим. Что, нормально. Вот, если бы джинсы не сковывали, еще бы что-то уже бы сделал. Гораздо лучше упражнение. Считаю до 0, ты расслабляешься, восстанавливаешься, глаза не открываешь. На счет 0 ты откроешь глаза, ты расслабленный, с хорошим настроением, жизнерадостный, тебе много позитива, энергии. 10, 9, 8, 7, 6, 5, расслабляйся, 4, расслабляйся, 3, 2, 1, 0. Оп, проснулся. Чик. Как состояние? Хорошо. Нормально? Ты расскажи ощущения свои. Все чувствовал, все слышал, да? Ну да. Обычно так разминаешься дома? Ну, А? не сказать. По-другому чуть-чуть, да? Такое, ну, может быть, похоже, что-то там в начальной стадии я делал когда-то. Ну, конечно, да, это очень редко. Последние там 1-1,5 года такого вообще не делал. А сейчас как дыхание? Ну-ка подыши, попробуй. Полегче? Да. Полегче, да? Ну, Ну, на 5-ю часть, наверное, да, лучше. Вот, ну ничего, ты же понимаешь, ты только сейчас все это сделал. Теперь надо легким очиститься, теперь, да? Теперь ребра твои ровнее явно стоят. Вот, наверное, много вышло. Ну, через герпес, называю его своими именами. Так вот так все четко идет. Постепенно в сознание возвращаешься более, да? Чувствуешь? Эмоции нахлынывают разные, да? Сразу мысли в голове разные появляются. Сейчас будешь рассказывать мне тут без камеры. Вот такая вот интересная процедура. Если ты здесь, то самое время задуматься о своем здоровье. Действуй или возьми себе на заметку, что тебя вылечит стоп-аптека. Если ты здесь, то самое время задуматься о своем здоровье. Действуй или возьми себе на заметку, что тебя вылечит стоп-аптека. Если ты здесь, то самое